Сегодня тестируем Emergent AI – платформу для вайб-кодинга, которая обещает создавать готовые приложения просто по текстовому описанию. Скажу честно, конечно же, этот агент не заменит специалистов, и для создания серьезных приложений очень нужны профессиональные знания и навыки. Но давайте посмотрим, что умеет Emergent AI. Что такое Emergent? Это платформа агентного вайб-кодинга, которая создает готовые приложения. Платформа использует ИИ-агентов для автоматизации всего процесса разработки. В основе его лежит концепция вайб-кодинг. Подход, который устраняет необходимость в традиционном программировании. Опишите Emergent, что вы хотите создать, и агент сделает черновик, напишет код, протестирует и развернет приложение. В отличие от ноу-код инструментов, которые полагаются на шаблоны, Emergent использует обработку естественного языка для создания кастомных приложений с нуля с реальными бэкэндами, а не просто прототипами. Напомню, что агент — это уже нечто большее, чем чат-бот. Он может просчитывать варианты, строить концепции и в процессе выполнения задания приходить к вам за уточнениями. Звучит все это, конечно, многообещающе. Давайте посмотрим, как это работает на самом деле и, что немаловажно, сколько это удовольствие стоит. Сначала регистрируемся, попадаем в краткое объяснение основных возможностей, где нам сразу же предлагают платную подписку, но обойдемся пока без нее. Первое. На месяц в бесплатном тарифе дают 5 кредитов, плюс бонус за регистрацию и еще 5. Забегая вперед, скажу, что этого в принципе достаточно на одно приложение. Платная подписка со 100 кредитами и возможностью создать приложение для мобильных устройств – $20 в месяц. 200 – это уже прям для сильно заинтересованных, но с максимальными возможностями агента. Далее вы можете сразу подключить Emergent к своему GitHub, если он, конечно, у вас есть, чтобы выгружать туда результаты. Для этого нужно авторизоваться. Также можно выбрать, какое приложение будем создавать. Мобильные приложения – это в платной подписке, уже говорил. Ну, веб так веб. Пусть будет быстрый режим. Не такой уж и быстрый на самом деле, как показала практика. Теперь сюрприз. По умолчанию используется модель Claude, которую все сильно хвалят за кодинг. Но недавно появилась другая возможность. Да, тот самый GPT-5. Конечно же, пробуем, тем более бесплатно. Дополнительных настроек немного. Например, можно указать бюджет процесса. И скажу сразу, 5 кредитов мне не хватило. Но обо всем по порядку. Вот, в принципе, и все. Осталось написать промпт. Мне всегда нужна была такая штука, которая после пикников с друзьями, на которой каждый что-нибудь покупал, можно было бы быстро посчитать, кто и кому сколько должен. Примерно такой промпт и пишем, не сильно вдаваясь в подробности. Поехали. И тут сразу скажу, работа агента – более длительный процесс, чем чат-бота. Полчаса минимум. И просто так бросить его решать задачу не получится, потому что несколько раз он будет приходить за уточнениями. Вот как сейчас. И здесь можно продолжить в этом чате, либо начать новый. И да, если вам нужно что-то уточнить, не нужно останавливать процесс и корректировать промпт, как в чат-боте. Можно это делать по ходу запущенного процесса, агент учтет правки. Справедливые вопросы. Дал уточняющие ответы, и агент снова пошел работать. На этом этапе уже что-то есть. Агент отчитывается, что он сделал. Много чего на самом деле. И можно даже посмотреть промежуточное превью. Продолжаем процесс. Причем, по крайней мере в отчете, Emergent рассказывает, что сам тестит на работоспособность, что делает и исправляет ошибки. Очень любезно с его стороны, перед тем, как выкатить готовый результат. Протестировал – готово. Вот такой получился большой отчет. Можете поставить видео на паузу и почитать, что он там пишет. Ну и в конце спрашивает, запустить автотесты или я все сделаю сам. Пусть будет авто. Но важно, обратите внимание, кредиты тают с каждым действием, и автотесты тоже их съедят. Мне вот не хватило установленного бюджета, пришлось добавлять еще. Результат, конечно, не теряется, и все продолжается с того места, на котором остановились. Финальный шаг он тоже решил уточнить. И после этого варианта снова пришлось добавлять кредитов. Будем считать, что все готово. Посмотрим, как это выглядит, и потестим на работоспособность. Открываем превью. Лаконично и интуитивно понятно. Добавим еще одного участника нашего пикника. Теперь остается внести расходы. Указываем, кто тратил, сколько, и ставим галочки напротив тех, кто участвует в оплате общего фонда. Расходы все на месте. Отлично. И теперь самое главное – итоги.
Финальная таблица, сколько должны были сброситься, кто сколько потратил и расчет, кто и кому сколько должен отдать. Огонь, вроде все сходится. Что теперь с этим можно сделать? Поделиться. Появится возможность скопировать ссылку и отправить кому-нибудь. Но тут предупреждение. Ссылка будет действительно 30 минут. Это не значит, что она пропадет бесследно через полчаса. Но чтобы ссылка открылась, вам нужно будет зайти в агента и разбудить его. Неудобно, но пользоваться можно. Чтобы такого не было, можно развернуть приложение из агента. Кнопка «Деплой» также вверху справа. Вот только стоит это удовольствие 50 кредитов в месяц. На бесплатном плане такого уже не сделаешь. Но платный план за $20 со 100 кредитами позволит проделать это с одним приложением точно. И еще одна возможность, что немаловажно – использовать код. К нему добраться тоже проще простого. Там же вверху жмем код. Появится вот такое окно, в котором нужно будет скопировать пароль. Дальше открываем браузер, вводим пароль. И вот оно, все закулисье работы агента, которое может пригодиться для дальнейшей работы. Итак, Emergent AI работает, но с оговорками. Как Суна не превратит вас в композитора, так и этот агент не сделает вас программистом. Однако этот инструмент может быть полезен в двух случаях. Любителям для того, чтобы создавать простенькие приложения, типа моего калькулятора расходов, и профессионалам для поиска вдохновения. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.